Утро над особняком Донованов в Лос-Анджелесе было ослепительным. Белые шатры, сверкающие люстры, дорожки, посыпанные лепестками роз. На обложках журналов этот день уже называли свадьбой года. Невестой была Оливия Монро, знаменитая модель, символ глянца и безупречной красоты. Жених – Райан Донован, владелец сети люксовых отелей, молодой миллиардер с холодным взглядом и репутацией человека, у которого все под контролем. Но за фасадом праздника скрывались трещины. Райан давно не чувствовал радости. Все в его жизни стало сделкой, даже брак. На другом конце особняка, в шумной кухне, где пахло выпечкой и горячим маслом, работала Эми Уотсон, 18-летняя служанка. Хрупкая, уставшая, с округлившимся животом. Никто не спрашивал, кто отец ребенка. Она старалась быть незаметной, молча выполняла поручения, жила между сменами и страхом потерять работу. Лишь старая экономка однажды спросила: «Он знает?» Эми только покачала головой: «Знает, но не может». В день свадьбы дом наполнился гостями, камерами и нервами. Оливия метала взгляды, требовала идеальных мелочей, от оттенка скатертей до звука музыки. Райан держался в стороне, отрешенно наблюдая. Когда Эми пронесла мимо поднос с фруктами, Оливия услышала, как она напевает себе под нос колыбельную. Задержав взгляд, усмехнулась и велела: «Эта девушка споет на церемонии. Будет трогательно, беременная служанка поет о любви». Никто не посмел возразить. Эми согласилась не из-за страха, а потому что знала, отказ лишит ее крова. На следующее утро солнце заливало террасу, гости смеялись, фотографы ловили кадры. Райан стоял под аркой из белых орхидей, и когда увидел Эми с микрофоном, его лицо дрогнуло, он узнал ее. Песня началась неуверенно, но ее голос был чистым, теплым, живым. Люди замерли. Даже циничные репортеры перестали шептаться. В какой-то момент Эми побледнела. Музыка оборвалась. Она зашаталась и упала, держась за живот. Крики, паника, камеры щелкают. Оливия отпрянула, чтобы не испачкать платье. Райан сорвался с места, подхватил девушку и вынес ее из зала. Только в машине скорой помощи он понял, почему этот голос был ему так знаком. Эми была той самой девушкой, которая ухаживала за ним после аварии в клинике Санта-Моники. Единственным человеком, кто относился к нему не как к миллионеру, а как к живому человеку. В больнице врачи спасли и ее, и ребенка. Райан остался за дверью палаты, впервые не имея власти ни над временем, ни над собой. Когда разрешили войти, Эми спала, бледная, но живая. На прикроватной тумбе стоял плюшевый мишка. Он сидел рядом, слушая ритм ее дыхания, и понимал, все, чего он боялся, чувство, простота, уязвимость, оказалось единственным, что имеет смысл. Через несколько дней, когда Эми проснулась, он сказал без пафоса, без позы: «Я не позволю тебе быть одна». Она не ответила, только закрыла глаза, впервые чувствуя покой. В это время Оливия разбивала бокалы о зеркало в пустом особняке. Свадебные кадры уже разлетелись по сети. Миллиардер, уносящий беременную служанку на руках. Ее смех, ее уверенность, ее статус – все рассыпалось. А где-то за окном нового дня Райан Донован впервые улыбнулся по-настоящему, без маски. В его жизни все стало по-другому. Без блеска, без титулов, но впервые по любви.